общество ждет следующего царя, их начнут сажать демонстративно. Общество насилия и запугивания. Это геленджикское творение, топовая бескусица. Вот какую херню сделали за $1,5 миллиарда. За ваши деньги жируют. Говорит, да, вы козлы. Да не надо быть ни за белых, ни за красных. Игорь Владимирович, вы вчера писали в Инстаграм, что на митинг не пойдете. Еще поговорим, почему. Первый вопрос такой. Вы видели, что сейчас происходит на российских улицах, на улицах Москвы, на Пушкинской площади, и как вы к этому относитесь? Конечно, я видел. Видел, как с одного полицейского сняли шлем и пинали его по площади. Видел, когда школьники шли держать за руки, и полицейские подходили к ним и говорили: ребятки, вы зачем сюда пришли? В целом мне нравится, что взрослых людей много, осмысленных, с серьезными глазами на улицах. Они пришли именно в знак продемонстрировать, что они есть и что нужно уважать народ и так далее. Да? Но в целом пока удается удерживать такой мирный протест. Пусть и не санкционированный, но мирный. В целом полиция ведет себя необычайно мягко. Росгвардия, полиция, ОМОН и так далее. Ну, по сравнению с возможным сценарием, да, очень мягко. 35 камер, значит, полицейский делает искусственное дыхание, и, значит, эта картинка идет по всем медиаканалам. Так все начиналось. Но потом пошли провокации. Снежками бросались, конусы пошли, да, там пошли в ход дубинки и так далее. Но в целом надо признать следующее. Пока получается, скажем так, администрировать эти несанкционированные митинги как мирные митинги. Пока нет жесткача сильного. Но более 1000 человек было увезено. Куда? Никто не знает. Их начнут плющить, прессовать, да, и с ними поступят следующим образом. Из них отберут наиболее активных, на них заведут уголовные дела, и их будут, подчеркиваю, сажать демонстративно. Юлю, кстати, Навальную тоже уже приняли и увезли, уже есть сюжеты. Да? Все, им будет предъявлено обвинение, да, и кому-то вынесено несколько, может быть, несколько десятков достаточно жестких приговоров, чтобы продемонстрировать всем, что, ребята, значит, власть есть. Это устрашение, это, ну, обычные такие медийные, что ли, воздействия на людей, что, ребята, если вы ходите, знаете, что, ну, а если тем более вы организаторы, да, то знаете, что вас будут жестко, так сказать, иметь. Вы знаете, что в ТикТоке была масса роликов, призывающих идти на акции протеста. Их восприняли как именно призыв к детям, потому что ТикТок – это детская площадка. В связи с этим было два полярных мнения. Первое, как вы можете, сволочи, звать детей на митинг. И вторая, мы никого не зовем на митинг. Если вы не хотите, чтобы дети были избиты, не бейте их просто. Вам какая ближе позиция и что вы вообще думаете по поводу детей на митинге? Ну, во-первых, раннее политическое созревание детей – это хорошо, это неплохо, это нормальный тренд. В любом случае дети смотрят все ютубы, тиктоки, там, инстаграмы, фейсбуки и так далее. Все смотрят, они все видят. Не надо детей изолировать от этого. Вот, говорит, детей не втягивайте никак, но они уже втянуты. Информационное поле, оно везде. Вот, поэтому это раз. А теперь к вопросу о том вообще, значит, спекуляции на тему безопасности. Вот это обычная пугаловка, которая от властей. Типа, не надо делать, иначе будет травмоопасно или безопасно. Изолируйте. Ну, то есть сделайте какие-то действия, потому что иначе а-та-та или ай-яй-яй. Ну, это типичная пластинка запугивания. Да? И, на мой взгляд, это, ну, очень такой низкий прием, достаточно примитивный. И я против того, чтобы он использовался. Потому что именно этот прием, он увеличивает тревогу родителей, стремление родителей, поддавшись вот этой тревоге, ну, делать какие-то очень неадекватные действия. Ну, такие же неадекватные, как изымание смартфонов у детей. Вот некоторые родители считают, что их родительская миссия – это изъять смартфон у ребенка. Все. Типа, я изъял, все, я хороший родитель. Фигня полная. Ты делаешь вред, потому что ты воспитываешь будущего преступника, у которого отбирают что-то, а он подпольно это дело получает. Да? Вот. И я еще раз подтверждаю, вот это проживание нас в обществе насилия, когда среди нас сплошные насильники, которые постоянно пугают друг друга,
Вот это болезнь, от которой нам следует излечиться. Первопричиной и главным источником наших неуспехов и неудач, я считаю, в экономической жизни, в жизни социального благосостояния общества является, что у нас общество насилия и запугивания. Я категорически обращаю внимание на это. Нам следует жить по-другому. Большинство людей в любые времена все-таки хотят жить спокойно, без революции, без войн. Но сейчас есть ощущение, что молодежь несколько радикализирована. То есть больше разговоров о том, что мирно ничего не поменяешь, больше разговоров о том, что от нас вообще ничего не зависит, поэтому надо выходить и бороться как-то активно, агрессивно. Вы чувствуете вообще эту тенденцию? И если да, то как вы ее объясняете? Почему так? Да, у этого есть четкое подтверждение. Опросы социальные показывают, что если всего лишь 2% людей отвечает на вопрос, мы не влияем на то, что происходит в нашей семье, 25% отвечают на вопрос, что мы не влияем на то, что происходит в нашем дворе и районе, 50%, что происходит в городе, мы не влияем, а что в стране происходит, 75%. Тем не менее, если взять выборку по молодым людям, да, то там очень странным образом раскладка другая. Молодые люди, студенты, старшеклассники и так далее, ну вот они находятся в таком так называемом порыве вот этой молодости, бесстрашия, безумство и отвага — единственное, что у них есть, потому что всего другого у них еще нет. А вот более взрослые люди, у них уже что-то есть, они уже много раз пытались, и ничего не особо не получилось. То есть они ходили на выборы, да, они уже очень много раз ходили на выборы, и чего? Людям не удавалось сменить власть. Не удавалось. Поэтому, в принципе, взрослые люди уже к этому относятся философски. Ну, надо принять то, что есть. Поэтому они не ходят на митинги. А молодежь пока ходит, обобщая. Первое, ну, возраст, пытливый ум. Молодежь всегда устраивала разные волнения. Там, студенческие волнения – это нормально. Второе, молодые люди, которые присоединены к огромному количеству информации в интернете и так далее, они вовсе не готовы мириться с тем положением, которое демонстрируют взрослые, которые уже много чего попробовали и поняли, что вот так вот ничего не изменить, а они не готовы принять этот образ. Поэтому они готовы что-то попробовать сделать. Дело в том, что молодые люди постоянно подмечают, что взрослые люди, получив какой-то опыт в жизни, неудачный, они склонны этот опыт перевести в каноническую форму и сказать, что ну так точно нельзя изменить. А у молодых пока нет такого опыта. Они пока пробуют. Взрослые их не учат, каким образом можно увеличить свое благосостояние жизни, как деньги заработать и так далее. Не учат. Чему учат взрослые? Подчиняться, соблюдать правила, которые есть. Но дети-то видят, что если соблюдать правила, какие есть, будешь пыль сосать за копейки, будешь ну, там, на каком-то заводе за 15 тысяч работать, за 30 тысяч работать. Дети не хотят. Когда взрослые люди, да, не дают образов проактивных действий для молодежи, молодежь находит эти проактивные действия через улицу, через криминал. Ну и третье, банально экономическое состояние. Денег нет. У молодых людей сейчас меньше денег. Раньше взрослые люди давали им деньги какие-то, а сейчас за коронавирусный год на 10% уменьшились доходы населения в среднем. Вот и все. Карманные расходы уменьшаются, денег нет. Молодежь, ну на самом деле радикализация или какие-то вот эти вот явления подталкивается буквально тем, что ну когда жрать нечего или когда привычный уровень доходов падает, ну давайте пойдем кого-то ограбим. И в этом смысле я обращу внимание на роль правительства нашей страны. Именно правительство нашей страны привело нас к позиции, когда богатейшая страна с огромными природными ресурсами, с человеческим капиталом, но никак не может, понимаешь, экономический рост показать. Батеньки мои, это просто означает полная девальвация способностей этих людей. Вот и все. Вас не удивило, что все-таки больше людей вышло за Навального и в поддержку Навального, а не, например, по фильму о дворце, который недавно вышел?
То есть больше плакатов все-таки поддержку Навального. И что вы вообще думаете про этот фильм? Вот это своеобразная эклектика жанров, смешение, аквадискотеки, какие-то там вензелечки, какие-то коврики, и тут же, значит, дискотека про танцы и аквадискотека. То есть, ну, это на самом деле бред сивой кобылы. Такое возможно только тогда, когда единственной характеристикой людей, которые это делали и строили, являлось освоение денег. То есть мешанина, то есть безвкусица уровня, ну вот, топовая безвкусица, да, поэтому еще раз говорю, мне такой дворец не понравился, если я когда-то, то есть, но я бы хотел когда-то посетить этот дворец, предвкушаю, я приеду когда-то вот в дворец Путина, и там будет играть музыка, не классическая, а с аквадискотеки, или вот с этого, я буду ходить по этим, значит, помещениям, где вот эти диваны. Причем я обязательно бы повесил там ценник, за какие деньги это сделано, но сравнимо, вот, показывать, какие офигенские вещи делаются, вот, например, за 200 миллионов долларов и показывать, а вот какую херню сделали за 1,5 миллиарда долларов. Вот. Все-таки у нас единственный источник информации – это фильм. Нам говорят официальные власти, что доверять мы ему не можем, мы официальным властям верим. Соответственно, нет информации, кто же все-таки хозяин дворца. Да, здесь очень интересная ситуация. Во-первых, смотри, оценочная стоимость, ну, невооруженным взглядом это видно, это там, под 100 миллиардов рублей, может быть 50, но это вот такая сумма. Да? Налог на имущество Российской Федерации 2%. Налог на имущество должен идти в местный бюджет. Поэтому власти Геленджика или в чем районе расположена эта недвижимость могут на халяву, поняв, конечно же, поняв или заставив, чтобы владелец этого здания или этого поместья платил эти установленные Российской Федерации налоги, получить с него эти налоги. Да. Поэтому крайне бесхозяйственно, я считаю, не знать, кто владелец. 2%, 2 миллиарда рублей каждый год. Каждый год. Это больше, чем сейчас весь бюджет района. Вот они и выяснят, кто владелец. Потому что проблем нет выяснить владельца, как только начинает, как дело завязано на бабки, что надо вовне платить, тут же владелец найдется. Мы произошли из страны, где, дорвавшись до чего-то, мы сразу начинаем строить себе как фараоны пирамиды, гробницы, которые останутся после нас. Я памятник себе воздвиг не рукотворный, писал Пушкин, а наши элиты, я так специально вот так скажу, элиты, они оставляют после себя вот эти вот рукотворные, эклектические, вообще непонятную херню, и с другой стороны вот эта вот эпоха будет отмечена вот этими вот вещами, и наши потомки будут ходить и говорить: времена. На самом деле это не один же объект, который так построен. Не один объект. В Подмосковье, например, таких объектов тысячи. Это гигантские какие-то сооружения. Я, например, тут недавно ходил в гости к одному своему товарищу. Рассказываю историю. Просто обалдеть. Он приходит и говорит: Игорь, я тебя приглашаю показать свой дом. Я говорю: дом. И что? А он вот с таким, с придыханием. Дом, понимаешь? Это дом. Я говорю: ладно, я приезжаю. Открываются ворота, 6 метров забора открываются, мы туда заезжаем, охрана, там все дела. Мы подъезжаем к какому-то дому, я говорю: это что? Я не вижу, где он там заканчивается, и не вижу, где там. И вот мы заходим в него и ходим. Я говорю: сколько метров все это изделие? Он говорит: 4500 метров, 40 комнат. Мы также ходим по всем. Я говорю: а ты вообще живешь здесь? Ты знаешь, я живу не здесь. Я говорю: в смысле? Он говорит: пойдем, покажу, где я живу. Мы выходим из этого дома, 4500 метров, и идем. Стоит соседняя сторожка, 150 метров. Чайный домик. Это домик для прислуги. Он говорит: при нем живет. Это, говорит, он такой уютный, такой хороший. Все есть, там 4 комнаты, гостиная. Я, говорит, здесь ночую, здесь, мне здесь уютно. А туда я прихожу,
И я понимаю, что туда он приходит только тогда, когда он приглашает кого-то, чтобы произвести впечатление. Вот так же, как я в тот момент был. И поэтому, когда я увидел это геленджикское творение, я на самом деле, говорю, не то, что для меня это стало новым, я это вижу сплошь и рядом. Это стиль эпохи. Это стиль эпохи ранних 2000-х годов. Вот он. И если у тебя появляются деньги, ты начинаешь творить вокруг себя вот эти вот следы. Наша болезнь, наше мракобесие, как общество, выходящее наружу. Мы очень сильно больны. Мы заражены. Это называется вирус, называется ВВ. Я подчеркиваю, это внутренний вирус, который сидит в нас. И пока он делает свою грязную работу, этот внутренний вирус, он забирает все наши ресурсы как общество, да, и обращает их в создание каких-то вещей, которые бесполезны. Тут один комик, я видел, он говорит: что думали, президент России по итогу не напи*** на дом? Если бы я был президентом России, я бы все***л, честно говоря. Там Навальный поднимал бы квадрокоптер, и там пустая Россия полностью была бы. Зал-то ржет, а на самом деле ведь так и есть. Ведь в России сложился удивительный колор. Если ты дорвался до власти, до неограниченных денег, то ты строишь какие-то дома, ты демонстративно потребляешь и потребляешь все больше и больше, ты не можешь остановиться, квартиры, дворцы, дачи, посмотри. Что за демонстративное потребление? И, конечно же, в этом смысле Навальный или сотоварищи, когда они бьют и рассказывают всем людям, говорят: посмотрите, за ваши деньги жируют. Почему вы не пошли на митинг? Эффект толпы – это не мое. Я несколько раз попадал в толпу, когда толпа идет, меня несет. Я испытывал вот эти стадные инстинктные чувства, такая безопасность и так далее, чувство вот солидарности, заодно чувство силы. И вдруг эта толпа, которая несла меня на одной из таких демонстраций, да, и вдруг я замечаю, что вот мы уже кого-то бьем. Я попадал в такую ситуацию в юности. И это было не мое решение. Это было решение организатора этой толпы. Когда ты утрачиваешь свою способность подруливать, а тебя влечет вот эта вот река людей, подчеркиваю, река тебя несет, ты утрачиваешь способность подруливать и выбирать. Поэтому я опасаюсь толпы. Я не хожу в те места, где собирается такая река людей. Толпа не есть плохо. Толпа, народ, движение, река – это есть хорошо. Но я опасаюсь реки народные, которые порождают люди, у которых явно прослеживается интерес сломать что-либо. Подчеркиваю, я люблю толпу или реку людей, которые явно с интересом создать что-либо. Поэтому я всегда вписываюсь в толпу, в поток людей, в реку людей, которые создают что-либо. Вот сейчас я вписался в реку, которая создает школы, детские сады. Все, это река, это тоже толпа, это целое движение, но она создает, а не ломает. И поэтому своему сыну, который написал мне, что я пойду, он взрослый человек, и я сказал: я не могу тебе говорить, надо, не надо, я просто поделюсь тебе. Вот, я говорю, если даже пойдешь, будь осторожен, знай, что может случиться такие вот вещи, когда ты вдруг утратишь способность контролировать себя, потому что тебя повлечет толпа, беги. Сразу убегая, ограничивая. Он говорит: я знаю. Я говорю: все, я за тебя спокоен, ты предупрежден, значит вооружен, и все. Большая часть людей все-таки на митинги не ходила. Кто-то побоялся, потому что дубинка никому не хочется там получается. Кто-то Навального не поддерживает, поэтому не пошел. В общем, разные причины. Вот этим людям, которые дома остались, что можно сказать? Есть ли вообще альтернатива выходу на улицы и митингам? Потому что они дома-то остались, а изменений хотят. Нет. Много раз уже люди выходили на протесты, на Болотную площадь и так далее. Что изменялось после этого? Кроме того, что наша Госдума принимала дополнительные ассигнования на финансирование силовиков и на покупку новых бронемашин, водометов и чего-то там всего, ничего не изменялось. Ужесточали закон. Ужесточали законы. Это означает, что такие действия, подчеркиваю, просто вот в рацио, да,
все эти действия приводят к одному, к ужесточению защитных свойств наших властей. Это означает только одно, что мы выбираем способ действия, который не приводит к тому, чтобы у нас благо появлялось и блаженство, да, а наоборот, удаляет нас от блага. Что делать людям? Ну, первое, не сидеть отдельно в ожидании того, к кому все-таки эти люди присоединятся, за белых или за красных. Да не надо быть ни за белых, ни за красных. Будьте за себя. Отменить конволюционное следование за белых-то или за красных. Отменить, задержать. Не делать. Вы много раз уже делали, и результат всегда один и тот же. Бедность, прозябание, агрессия, плохое настроение, враги кругом, козлы. Все. В обществе, в котором существует плохой царь, следующий царь однозначно будет либо такой же плохой, либо гораздо более плохой. Потому что весь расклад такой. Общество ждет следующего царя и дает слишком много полномочий и слишком много бесконтрольности этому царю. Дело не в смене одного царя на другого царя. Нет. Все в наших руках, наша квалификация, то, что мы можем делать, как мы можем думать, что мы будем делать. На демонстрацию ходить, говорить, да, мы козлы и так далее. Или мы будем благоустраивать свой дом, двор. Да? В наших руках все. 90% людей требуют внешней помощи. И потому эти люди готовы делегировать кому угодно, что угодно. Ну, спасите нас, ну, поведите нас. Вот им и нужен царь. Об этом царь у нас есть. Царь уходит или перестает быть только тогда, когда людям он больше не нужен.